потому что из-под него растут новые корни. А чтобы не поранить вот этот корень, надрез делаем посередине листа, или же, если есть возможность, вот так посередине разрываем. Вот видите, а там еще один корень появился. Вот он. И теперь, не поранив корень, снимаю остаток листа. Все. И корень остался целый. И показались новые молодые корни под этим листом. Да в любой сосуд, в котором вам удобно, чтобы корни полчаса постояли в воде. Вот так. Прекрасно наберут влагу. И они сразу начинают зеленеть, а за полчаса этот верхний филамент тоже станет зеленым. Прям ярко-зеленым. Прямо видно, как быстро набирается влага, и корни меняют цвет. Добрый день, друзья! Сегодня такая своеобразная пересадка. Я вам показывала такие пересадки. Это даже не пересадка, а отделение верхней части орхидеи от нижней и посадка в грунт. То, что я вам показывала, я разделяла парфюмерную фабрику. Я вам ее скоро покажу. И деток, которые получились на нижней части орхидеи, и верхнюю часть, которая сейчас выпускает цветонос. Но там было все проще, там было всего несколько корней на верхней части, и они не уходили в грунт. Здесь все сложнее. Вот эта верхняя часть, у нее несколько корней, ну штук 5-6, вот эти верхние, они уходят в грунт. И вот здесь как получится? Получится достать эти корни из грунта, не повредив их, будет очень хорошо. Не получится, но у нее есть и верхние корни, вот они, свободные, и она от шеи продолжает выпускать, ну, не огромное количество корней, но вот с этой стороны видно 2 корня, вот из-под этого листика. Намечается новый корешок, вот один длинненький, 3-4 сантиметра. И вот здесь на стволе появился маленький корешок. Верхняя часть цвела. Вот есть сухой остаток от цветоноса. Ну, в общем-то, мне хочется ее отделить. Кстати, есть больной лист. Ну, вот он не продолжается ничего с ним такого уж совсем-совсем плохого. Но, видите, черное пятно. Он в очень скором времени сам засохнет и отпадет. И на него я внимания не буду обращать, потому что сверху этого листа, ну вот, корни есть. Их, по-моему, тут уже 3 штуки. Скорее всего, на этот лист орхидея уже не обращает внимания, а верхние листья растут новые, пока мелкие. Потому что, ну, орхидея думает, что она себя возрождает. Вот я несколько раз вам рассказывала, что когда мы купили орхидею в магазине, у нее росли при покупке большие листья, а потом вдруг она начинает выпускать маленькие листья. Но это происходит из-за того, что садовники и производители орхидей кормят их удобрениями, гормональными препаратами, поэтому листья вырастают вот такие огромные. А так как я не использую никаких гормональных препаратов, вот она перестраивает свою жизнь на другой лад. То есть сначала растит маленькие листочки, потом будут крупнее, крупнее и крупнее. Я ее, естественно, удобряю. И она вырастет такая, какая она должна быть, а не такую, какую ее настимулировали. Давайте попробуем
сделать эту посадку, что важно в такой пересадке? Нужно обязательно, чтобы у орхидеи осталась сухая часть ствола. Видите, вот эта зеленая часть ствола вот отсюда идет. А вот там есть сантиметр, вот он, сухой части. И вот внизу, в самом низу, как я только смогу туда добраться, вот там я и сделаю разрез. Но прежде чем приступить к этой процедуре, нужно обязательно обработать инструменты, которыми я буду работать. У меня чистый спирт, но протирать инструменты всегда нужно какими-то растворами, обязательно содержащими спирт. То есть мы обеззараживаем все инструменты, которыми будем работать. Дать им просохнуть буквально 15-20 секунд. Спирт быстро испаряется. И можно приступать к разделению орхидей. Я очень люблю это делать всегда одним движением, но не каждый раз так получается. И здесь торопиться ни в коем случае не нужно. Нужно попасть так, чтобы и орхидею не поранить. Ну, вот так. Разрезать у меня ее получилось. Теперь смотрим на корни. Верхняя часть. Вот 3 корня. 3 у меня получилось корня, которые уходят в горшок. И 1, 2, 3. Вот эти длинные, которые находятся вверху. Вот почему я говорю, что это сложно. Хотелось бы оставить вот этот пенек для того, чтобы получилась еще и детка. Потому что орхидея очень красивая. Название у меня не получилось разузнать ее. Но она яркая, оранжевая, с таким с неоновым оттенком. Даже отливом, можно сказать. Очень красивая орхидея. Это стандарт. Это не бабочка, не какой-то мутант. Это простая стандартная орхидея. Пробую достать эти корни очень аккуратно. Так, один получилось достать. Опять же, никуда не торопиться, а то можно оторвать корни. Но можно оторвать корни даже вытаскивая медленно. Они могут там сплестись и зацепиться друг за друга. И не всегда получается достать корни аккуратно. Ну, хоть что-то. Попытаюсь достать, не нарушив посадки нижней части. Угу. Вот этот корешок, скорее всего, отсюда. Так, вот он корень. Разобраться вообще, в какую сторону, где и как растут корни, очень сложно. Ходят довольно-таки глубоко в горшок вот этот корень ушел. Ну, получается. Медленно, но верно я движусь к намеченной цели. Вот, посмотрите, что получилось. И нижняя часть у нас остается целой и невредимой. Корни у нее так и остались расти. И срезы обрабатываю или корицей, или перекисью водорода, или толченым углем. Я сейчас обработаю и этот срез перекисью водорода.
Буквально нужна 1 капля перекиси. Она сейчас пошипит. Видите, немножко пенится. Это значит срез живой. Просто я его обеззараживаю. Эту орхидею отставляем. Посмотрим, получится ли на орхидеи без точки роста какие-то детки. А верхнюю часть я сейчас посажу. Но предварительно, так как корни вот эти воздушные были сухие и даже есть сломы на корнях, нужно погрузить их, ну, хотя бы на полчаса в воду, для того, чтобы они набрали влаги. Вот видите, они какие сухие, веломен сморщенный. Нужно, чтобы немножко корни набрали воды, увеличились в размере, а потом сажать. Даже вот этот лист можно аккуратно удалить, потому что из-под него растут новые корни. А чтобы не поранить вот этот корень, надрез делаем посередине листа, или же, если есть возможность, вот так посередине разрываем. Вот видите, а там еще один корень появился. Вот он. Так что это даже лучше, если я сейчас уберу этот лист. А чтобы не поранить этот и не сломать вот этот маленький корень, здесь я делаю разрез непосредственно к этому корню. И пинцетом снимаю зеленую часть листа, растягивая в противоположные стороны. Если вы видите, что здесь осталось вот такой маленький-маленький кусочек от листика, нужно сначала убрать вот эту тонкую полоску. Вот она. Вот видите? И теперь, не поранив корень, снимаю остаток листа. Все. И корень остался целый. И показались новые молодые корни под этим листом. И вот еще, смотрите, я снимала, даже не видела с той стороны. Вот еще один корешок растет. То есть орхидея очень сейчас активно наращивает корни. А старый цветонос, сухую часть старого цветоноса, сразу можно отрезать. Ну, вылетела куда-то. Все, теперь на полчаса погружаю сухие корни орхидеи в воду. И потом сделаю совершенно простую посадку, как я вам очень часто и показываю. Так как корней не очень много, можно поставить в такой горшок. Вернее, в нижнюю часть горшка. В кашпо. Ну, как кашпо, да. Да в любой сосуд, в котором вам удобно, чтобы корни полчаса постояли в воде. Вот так. Прекрасно наберут влагу. И они сразу начинают зеленеть, а за полчаса этот верхний веломен тоже станет ярко-зеленым. Видно, как быстро набирается влага, и корни меняют цвет. Прошло 30 минут, и стало заметно, что эти корни набрали воду и немного расправились, стали более эластичными и набрали влагу. Это прямо сразу заметно. Единственное, что я хочу сделать, у этого корня отрезать
маленькую сухую часть. Все, и можно орхидею сажать. Причем посажу я в тот же горшок, в котором она и стояла в воде. Только он у меня двойной. 2,2 литра. Видно, что орхидея очень активно будет наращивать корни. И ей будет комфортно и удобно в этом горшке. Всегда делаю первую посадку глубже в горшок. Здесь мне даже удобно расправить корни. Вот так. Вот так по центру я ее посажу. Придерживаю обязательно. И грунт у меня смесь керамзита и очень мелкой коры. Вот такая мелкая тонкая кора. Насыпаю грунт в горшок. Солнечный кот, Юлечка, спит. Ричи тоже принимает солнечные ванны. Да, и немножко о погоде. Да. Сегодня 10 января. У нас на улице 11 градусов тепла. Ну, вчера было 15. Ну, сегодня еще просто раннее утро. Будет 15. Плюс 15. Да, плюс 15. Поэтому солнце, жарко. Ни о каком снеге мы даже не мечтаем. Но, правда, это всего лишь середина зимы. И вполне возможно, что к февралю что-нибудь изменится. Но не факт. Лакуся, ты тоже хочешь поучаствовать? Да солнышко в глаза очень яркое. Нет, Сёма решил не участвовать. Да, кстати, сегодня Сёмы нет. Сёма сегодня решил, что здесь очень яркое солнце, и он сегодня не придет. Нет, он приходил, но ушел быстро. Смесь коры и керамзита, но не знаю, у меня, по-моему, сейчас получилось не 50 на 50, у меня получилось больше керамзита, меньше коры, но все равно это получается более влагоемкий такой субстрат, что мне сейчас очень важно, потому что я очень занята на другой работе. И поливать каждые 2 недели орхидеи у меня просто не получается. При том, что я их поливаю реже, все равно грунт просыхает очень основательно. Ну, вот как-то так. Оставляю шею открытой, для того, чтобы был доступ воздуха. Вот такая посадка. Как всегда, поливать буду после того, как просохнут корни. Ну и посмотрим, понаблюдаем, как будет расти эта орхидея. Хочешь посмотреть внутри горшка? Да, вот корни видно, и по ним можно ориентироваться, когда поливать орхидею. И очень скоро вам покажу, как у меня растет парфюмерная фабрика, вот так же срезанная, и сколько там деток. И еще несколько орхидей, которые я делала пересадки, тоже пересаживала деток. И что сейчас с ними происходит? Истории орхидей.
А эту орхидею я оставлю. Может быть, тоже вот этот пенек даст детку. Понаблюдаем, посмотрим и все узнаем. Время покажет. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.